Политическая дискуссия вокруг роли армянской апостольской церкви и ее отношений с государством вновь обострилась после выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте. В ходе правительственного часа он резко отреагировал на обвинения депутата фракции «Армения» Анны Григорян, заявившей, что власти стремятся подчинить церковь. Пашинян, комментируя подобные утверждения, подчеркнул, что подобные обвинения не соответствуют действительности. По его словам, цель правительства не в том, чтобы управлять католикосом, а в том, чтобы церковь была свободна от внешнего влияния. «Мне не нужен католикос, который будет подчиняться мне. Мне нужен католикос, который не будет подчиняться старшему лейтенанту иностранной спецслужбы и не будет ежедневно отчитываться перед лейтенантами иностранной спецслужбы. У меня абсолютно нет таких стремлений», — заявил премьер-министр, добавив, что проблематика церковного управления гораздо глубже, чем это пытаются представить его оппоненты. Отвечая на вопрос о прозрачности имущества духовенства, Пашинян отметил, что ни архиепископ Новосарт Кчоян, ни какой-либо другой священнослужитель не обязаны отчитываться перед премьер-министром лично, но ответственность перед общинами и обществом остается необходимой. При этом он высказал жесткую оценку состояния армянской апостольской церкви. Армянская апостольская церковь при Ктриче Нерсисяне превратился в руины. В наших церквях повсеместно нет хора, а значит, литургии не проводятся в должном порядке. Его критика была направлена не только на общую ситуацию, но и на структурные проблемы, которые, по его мнению, многие предпочитают игнорировать. Пашинян обратился к оппозиции, утверждая, что она закрывает глаза на реальные вызовы, связанные с социальным положением духовенства и управленческими практиками внутри церкви. Вы не сталкиваетесь с ситуацией, когда узкая элита — это миллионеры, а значительная часть священников находится сегодня на грани нищеты. Вы не сталкиваетесь с реальностью, когда по знакомству священников назначают в лакомые места или отправляют в отдаленные места, куда вообще никто не ездит. Армянские церкви превращаются в руины. Надлежащее богослужение не проводится. Священники живут на грани нищеты. Духовная жизнь полностью отсутствует. Он также заявил, что Ктрич Нерсисян и его сторонники представляют угрозу для церкви как института. Ктрич Нерсисян и все их защитники действуют против армянской апостольской церкви, потому что для них церковь была, есть, и они хотят оставить ее всего лишь инструментом интриг. Мы этого не допустим. Ктрич Нерсисян должен уйти, другого варианта нет. Мы пойдем по самому безболезненному пути, но он должен уйти, у него нет другого варианта. И старшие, и младшие лейтенанты, капитаны, майоры, даже генералы и генерал-полковники иностранных спецслужб его не спасут, подытожил Пашинян. В то же время на международном уровне продолжаются контакты между религиозными лидерами. Во время своего пребывания в Ливане Папа Римский Лев XIV провел встречу с католикосом Великого дома Киликии Арамом I, который также участвовал в литургии, возглавленной понтификом. Параллельно с этим папа посетил Стамбул, где 30 ноября прибыл в Патриарший собор Пресвятой Богородицы. Его сопровождал архиепископ Саак Машалян, армянский патриарх Константинополя. Визит был приурочен к 1700-летию Первого Вселенского Никейского собора, и накануне, 29 ноября, папа Лев XIV отслужил мессу на стадионе Volkswagen-Arena. Помимо церковной тематики, в парламенте Пашинян затронул и вопрос карабахского переговорного процесса, подчеркнув, что на протяжении десятилетий он был устроен так, что реальное решение конфликта не предусматривалось. Во всем переговорном процессе по Карабаху никогда, ни на секунду, ни в один момент не шла речь о регулировании карабахского вопроса. Вся переговорная логика была направлена на то, чтобы держать Армению, а в каком-то смысле и Азербайджан в ловушке и не имела никакой другой цели. В рамках переговоров по Карабаху никогда не ставилась задача решить вопрос Карабаха. Задача ставилась в том, чтобы у Республики Армения не было шанса быть независимым государством, заявил премьер-министр. В его интерпретации прошлые форматы диалога служили механизмом давления и сдерживания, а не настоящей дипломатией.
Премьер подчеркнул, что признание этой реальности необходимо для того, чтобы двигаться вперед. По его словам, мир, достигнутый Арменией в последние годы, позволил стране выйти из той самой геополитической ловушки. А звучащие тревоги или формулировки, подаваемые с бурно-патриотической точки зрения, относятся совсем к другому. Они направлены на то, чтобы вернуть Армению в ту же ловушку и ни к чему другому. Сегодня мы являемся государством как никогда прежде. Мы суверенны как никогда. Мы независимы как никогда. Республика Армения сегодня переживает самый перспективный и многообещающий период за последние 500 лет. Никогда ранее у нас не было такого временного этапа, когда мы имели бы столь весомую уверенность в будущем, заключил Пашинян. Таким образом, выступление премьера стало одновременно и внутреннеполитическим заявлением, направленным на переосмысление роли церкви и устранение внешнего влияния, и геополитическим сигналом о том, что Ереван намерен продолжать курс на самостоятельность. Его слова вновь обозначили линию раздела между прежними политическими подходами и текущим этапом, в котором правительство пытается представить Армению как государство, выстраивающее свои решения без оглядки на внешних игроков. На фоне этих острых внутриполитических дискуссий, затрагивающих и церковную сферу, и переосмысление внешнеполитического наследия, на региональной повестке появляется еще один фактор, способный повлиять на стратегическую ситуацию вокруг Армении. Речь идет о возможных подвижках в отношениях с Турцией, которые в ближайшие месяцы могут приобрести заметную динамику. По инсайдерской информации, в ближайшие 6 месяцев Турция может принять решение об открытии сухопутной границы с Арменией. Этот шаг, по данным источников, близких к дипломатическим кругам, потенциально ликвидирует последний закрытый в Европе рубеж постхолодной войны. Открытие границы даст импульс к возрождению торговли на Южном Кавказе и восстановлению экономических связей между странами. Граница между Турцией и Арменией была закрыта в 1993 году, во время войны вокруг Нагорного Карабаха, в знак поддержки Азербайджана. Возобновление ее работы потребует не только политического решения, но и восстановления инфраструктуры, железнодорожных путей, пограничных переходов, возможной модернизации дорог и логистических маршрутов. По оценкам, замена путей и подготовительные работы могут занять до 5 месяцев. Если за это время стороны договорятся о дипломатическом урегулировании, Турция может назначить посла в Армении, что станет еще одним шагом к нормализации отношений. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара не планирует восстанавливать дипломатические связи до тех пор, пока не будет подписан окончательный мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Для Армении и ее премьер-министра потенциал открытия границы составляет не только экономический выигрыш. Это может стать важным фактором политической стабильности перед очередными выборами, а также усилить международные связи и доступ к транзитным маршрутам. При удачном стечении обстоятельств уже к середине 2026 года Турция и Армения могли бы запустить оживленное пересечение границы, начать восстановление железнодорожного сообщения и обновление логистической сети. Таким образом, ближайшие 6 месяцев – критический период, в течение которого могут быть заложены основы для восстановления сухопутного сообщения, дипломатической нормализации и регионального экономического роста. Подписывайтесь на RegNews. Будьте в курсе всех новостей первыми.